В этом видео готовим домашнюю ветчину. Вкусно, натурально и очень просто. Рецепт универсальный, вы можете сами подбирать мясо и использовать самые разные специи по своему вкусу. Если интересно, продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Прелесть этой ветчины, помимо того, что она натуральная, в простоте и универсальности рецепта. Дело в том, что вы можете готовить ее из рубленого мяса, из разнообразного сочетания рубленого мяса и фарша, либо использовать крупный фарш. Более того, можно играть и с самим мясом. Я буду использовать в этом рецепте жирный свиной ошеек и куриное филе, нежирное куриное филе. Получается такая вот гармоничная смесь, как по мне, по моему вкусу. Вы же играетесь с теми отрубами, с теми видами мяса, которые вам нравятся и которые по вкусу в вашей семье. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также он продублирован в описании под видео. В этом рецепте я буду использовать нитритную соль. И вам рекомендую, потому что она сохраняет прекрасный, приятный такой вот розоватый цвет у ветчины и придает ей характерный вкус. Если не превышать рекомендованные дозировки, ничего страшного в этой добавке нет. Намного опаснее смотреть слишком много телевизора, по которому пугают нитритной солью. Ответ на самый популярный вопрос, где же купить нитритную соль, очень банальный. Интернет-магазины, сейчас вы без труда найдете там эту добавку. Сперва необходимо измельчить мясо. Во вступлении я говорила, что вы можете делать чисто рубленую ветчину или использовать фарш, пропущенный через крупную решетку. Я буду делать комбинированный вариант. Разрезаю ошеек напополам и одну часть режу крупными кусками. Их я измельчу в фарш. Вторую половину ошейка я нарезаю кубиками размером 1,5-2 см. Примерно такого же размера кубиками я режу куриное филе. Нарезанные кубики мяса отправляю в глубокую миску. Добавляю в мясо соль, обычную и нитритную, а также свежемолотый черный перец. Из приправ использую только его. Хочу сделать небольшую оговорку по поводу количества соли. Обычно в такого рода колбасах используется 2% от веса мяса. Для меня этого слишком много, поэтому я количество соли уменьшаю под свои вкусы, поэтому я думаю, что стоит приготовить пару вариантов с разным количеством соли и понять, как вкусно именно вам, и потом уже повторять именно этот вариант. Вливаю к мясу ледяную воду и перемешиваю смесь. Мясо нужно хорошенько промассажировать. Если вы будете смешивать фарш для ветчины полностью вручную, то массажируйте, пока мясо не станет слегка вязким, а вода не разойдется, войдет в фарш. Я же для смешивания буду использовать свой комбайн с пластиковой насадкой для замеса теста. Смешивать буду в 2 приема, так как объем комбайна не позволит сделать это за раз. Отправляю в комбайн смесь и обрабатываю фарш. Мягкое куриное филе при этом еще слегка измельчится, а сам фарш становится как бы единым целым. Теперь я измельчаю на мясорубке самые первые крупные куски ошейка. Я установила крупную решетку. Добавляю фарш к смеси нарезанного мяса и смешиваю все в комбайне до равномерного распределения. Важно, чтобы фарш и мясо во время обработки оставались холодными. Когда ветчинный фарш станет полностью однородным, то есть все кусочки равномерно смешаются, нужно отправить смесь на созревание на 24-48 часов. Отправляю мясо в контейнер, стараясь его утрамбовать. Насколько у меня получается. Закрываю крышкой и отправляю в холодильник. После созревания можно приступать к дальнейшему приготовлению. Есть специальные оболочки для ветчины и колбас, но я буду использовать обычный пакет для запекания. Можно также использовать пищевую пленку. Итак, у меня тут 2 куска пленки, у меня будет 2 батона ветчины и натуральная нить для завязывания концов. Делю созревший фарш на 2 части и заворачиваю каждую часть в пленку. При этом мясо нужно постараться хорошенько утрамбовать, чтобы внутри не было пустот, в идеале. Заверните мясо в пленку плотно, придав ему аккуратную форму продолговатого батона. Концы пленки хорошенько закрутите и завяжите нитью.
Закручивайте концы так, чтобы батоны ветчины получились плотными, тугими. Теперь в большой кастрюле нагрейте воду до 80 градусов. Духовку включите разогреваться до температуры 75. Нам фактически нужна такая температура, так что если ваша духовка фактически дает ниже, откорректируйте установки под свою технику. Отправляйте батоны ветчины в кастрюлю с водой. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте ветчину при 75 градусах в течение 2 часов, либо до температуры внутри батона 72 градуса. Проверить можно самым простым кухонным термометром, как у меня на видео. Я готовила батоны 2 часа. За это время пару раз открывая духовку и проверяя температуру воды, чтобы она держалась на нужном уровне. Если батоны ветчины в начале приготовления слишком сильно опустят температуру воды, аккуратно догрейте ее. Когда ветчина будет готова, ее нужно быстро охладить. Для этого наберите в раковину или в большую удобную емкость большое количество холодной воды и отправляйте в нее ветчину. После того, как ветчина охладится, она готова. Съесть ее стоит в течение недели. Если упаковать вакууматором, хранить можно 2 недели. У меня на канале есть рецепт вареной колбасы для тех, кто любит однородные текстуры. Заглядывайте в описание под этим роликом, ссылку на этот рецепт я оставлю именно там. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вкусности не пропускать. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».